России заявили о желании ударить по европейским столицам. В Крыму прилет по военным объектам, а Лукашенко отправляет сигналы Франции и США и становится врагом Z-тусовки. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Россия бьет по югу Украины и запускает там более 300 разведывательных дронов в сутки. К чему готовится армия РФ? Враг пытается атаковать критическую энергетическую инфраструктуру, прежде всего. Он пытается найти слабинки в системе противовоздушной обороны. Москва считает Лондон одним из своих главных врагов и готова ударить по ядерным хранилищам Великобритании. Пропагандисты показали карты стран и объектов, которые считают своими желанными целями. Под удар Вашингтон ставит не только Лондон, но и Манчестер, Бирмингем, крупнейшую военно-морскую базу Девонпорт. В Минске заявляют о готовности к диалогу с Парижем и Вашингтоном. Кому и что пытается доказать Лукашенко? Мы готовы к конструктивному взаимодействию. Всем привет, друзья! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Также оставляйте свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаю. По 300 разведывательных дронов запускают российские войска на юге Украины. БПЛА работают над территориями Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей. В Украине говорят, что такая активность разведывательных беспилотников, как правило, наблюдается перед нанесением ракетных ударов. В ночь с воскресенья на понедельник россияне, кстати, ударили по Одессе баллистической ракетой «Искандер-М». Удар наносился из временно оккупированного Крыма. Тем временем в ВСУ говорят, что за дронами просто так не наблюдают, а уничтожают их. Дроны-разведчики на юге сбиваются довольно-таки неплохо. Результат, например, сегодняшнего дня, он впечатляет. Информация максимально свежая. Уже с утра было уничтожено как минимум 4 дрона-разведчика на юге нашей страны. И такая статистика со сбитыми дронами-разведчиками, она пополняется каждый день. Ну и, собственно, возвращаясь к тому, что враг атакует. Враг пытается атаковать критическую энергетическую инфраструктуру, прежде всего. Он пытается найти слабинки в системе противовоздушной обороны, для чего, например, в частности, на прошлой неделе использовал специфическую ракету Х-31П как раз для обстрела и выявления слабых мест системы противовоздушной обороны. В России тем временем жалуются, что пережили массовую дроновую атаку. Взрывы звучали в 4 российских областях и на территории оккупированного Крыма. В ведомстве Белоусова заявляют, что сбили 28 беспилотников, а вот сколько их летело и попало ли по целям, не ясно. Итак, россияне уверяют, что над Брянской областью сбили 17 беспилотников, в Курской области 3, в Липецкой области БПЛА, по сообщениям местного губернатора, упал четко на территории электроподстанции. Но, конечно же, потерь нет, а работа подстанции не нарушена. Как минимум 6 БПЛА долетели и до Крыма. Оккупационные власти полуострова заявляют, что сбивали их, а на территорию частных домовладений посыпались осколки. В то же время мониторинговый канал «Крымский ветер» указывает на то, что все не так однозначно. От украинских дронов пострадала не ракетная часть, а расположенная рядом за забором воинская часть радиоэлектронной разведки ЧФ РФ. Там тоже есть антенны, похожие на антенны РЛС, а также спутниковые антенны. В Киеве на момент записи выпуска не давали никаких официальных комментариев по поводу налета дронов на российские города. РФ готова нанести удар по европейским столицам – Берлину, Варшаве, Таллину, Риге, Парижу, а также военным базам. Кроме того, Лондон является приоритетной целью. Российский пропагандист Попов в эфире вечернего выпуска «Пропагандистских вестей» даже показал карту тех мест, куда Путин не против отправить ракеты, если США исполнят свое обещание и разместят в Германии дальнобойное оружие, в частности, свои томагавки. Если наши ракеты встанут в Калининграде, Берлин, Варшава, все Прибалты, Париж, Бухарест, Прага. Конечно, американские базы в Германии. Гармии Шпартенкирхен, казармы Патча, Шпангдалем, Рамштайн. Особое внимание Британии, нашему традиционному врагу, так как против нее будет работать значительная часть Северного флота. Под удар Вашингтон ставит не только Лондон, но и Манчестер, Бирмингем, крупнейшую военно-морскую базу Девонпорт,
Клайд в Шотландии, где король хранит ядерные ракеты «Трайдент», Портсмут и Чатамскую верфь в графстве Кент. Напомню, что ранее друг Попова Киселев уже неоднократно заявлял, что РФ готова превратить еще и США в радиоактивный пепел. Последний раз такие угрозы из уст пропагандистов звучали, когда в США вели разговоры о передаче Украине дальнобойных ракет «Атакамс». Как помним, у Украины эти ракеты уже есть, и она их отлично применяет для ударов по военным объектам РФ. Байден меняет стратегию, а Трамп продолжает с новыми силами свою предвыборную кампанию. В США, к слову, 15 июля стартует съезд республиканской партии. Трамп прибыл уже в Милуоки, где это мероприятие продлится несколько дней. В то же время действующий глава Белого дома попросил американцев остыть, умерить свой пыл, а также рассказал, известны ли мотивы стрелка, который открыл огонь в сторону Трампа. Мы пока не знаем мотивов стрелка. Нам неизвестны его взгляды или принадлежность к какой-либо организации. Мы не знаем, получал ли он помощь или поддержку, общался ли он с кем-либо еще. Сотрудники правоохранительных органов, как я уже говорил, ищут ответы на эти вопросы. Разногласия неизбежны при американской демократии. Это часть человеческой натуры. Но политика никогда не должна быть полем битвы в буквальном смысле или, боже упаси, полем смерти. В то же время американцы заявляют, что десятки людей видели стрелка, который карабкался на крышу, с которой после и открыл огонь по Трампу. Свидетели даже снимали стрелка на камеры своих телефонов. Как же отразится покушение на Трампа на будущем США, а точнее на выборе американцев, это сейчас также одна из главных тем для обсуждения в Соединенных Штатах. Рейтер пишет, что штаб Байдена уже изменил предвыборную стратегию. Речь идет о том, что президент отказался от словесных нападок в адрес Трампа, а из эфиров убрали политическую рекламу. Я думаю, что история о том, как он пережил это покушение на убийство, также может быть частью кампании. Я думаю, чем больше вы вникаете в суть дела, тем больше вопросов возникает о том, что произошло, кто был стрелком. На момент, когда мы ведем этот разговор, мы на самом деле не так уж много знаем об этом человеке. Вы знаете, что поскольку детали, как мне кажется, со временем будут теряться, вероятно, сохранится какое-то общее впечатление, образ. Так называемая санитарная зона в Харьковской области, о которой мечтает Путин, недосягаемая цель российского диктатора. ВСУ выбивают российскую оккупационную армию с севера области. Американский институт изучения войны пишет, что украинской армии удалось оттеснить россиян в Волчанске, а также отбросить российские силы от Сотницкого казачка на северо-западе от Харькова. Помимо этого, аналитики сообщают о боях на востоке Украины, где оккупантам все же удается продвигаться вперед. Для поддержания штурмов командование РФ использует особую стратегию. Российское военное командование, возможно, привлекло к боевым действиям недостаточно оснащенные подразделения, которые изначально должны были действовать как оперативный резерв, возможно, из-за ограничения российской оборонно-промышленной базы или усилий, направленных на усиление текущих российских атак в Украине. О том, что происходит на линии фронта и как действуют россияне, мы узнали у спикера Украинской добровольческой армии «Юг». Действительно, те резервы, те несколько полков, которые были приготовлены российским командованием для использования, в частности, в Донецкой операционной зоне на других направлениях, сегодня эти оперативные резервы, стратегические, наверное, уже будут подтягиваться, они бросаются в бой. Речь идет как минимум о нескольких мотострелковых полках. Опять-таки вопрос качества комплектации этих полков, которые находились в резерве. Насколько соответствует, скажем так, штатное расписание этих подразделений тому, что есть в наличии у россиян. Я говорю прежде всего и о личном составе, качественном личном составе, и, естественно, о механизированной компоненте. Соответствует ли она тем требованиям военного искусства, которое предполагает определенные параметры работы этих боевых подразделений. Но сам факт, то, что резервы задействованы уже сейчас и задействованы на абсолютно других направлениях, нежели планировалось, то, естественно, это говорит о том, что у врага сегодня возникают определенные проблемы.
Переменчивое настроение Лукашенко злит российских военкоров. После того, как он приказал отвести войска от южных границ, Z-патриоты в своих телеграм-каналах пишут о попытке Лукашенко усидеть либо на двух стульях, либо же об откровенном предательстве. В то же время в Украине на заявления, звучащие из Минска, реагируют спокойно. Говорят, что Лукашенко сам придумал себе угрозы и сам их отменил, когда заявил, что напряженности на границе уже нет. В Киеве также не звучали заявления об отводе каких-либо войск от границы, как в этом уверяет Лукашенко. Ранее в Украине говорили, что вдоль всей границы всегда находятся украинские военные, готовые отразить любую атаку. Да, и к слову о попытке Лукашенко усидеть на двух стульях или же сразу на нескольких. Лукашенко заявил, что Минск держит свои двери открытыми для конструктивных инициатив Парижа и готов делать такие же шаги навстречу. А временный поверенный в делах Беларуси в США заявил, что Минск готов к конструктивному взаимодействию с Соединенными Штатами Америки, даже не теряют надежду на восстановление этих связей. В настоящий момент наши отношения находятся в замороженном, подвешенном состоянии, не по нашей вине. Мы готовы к конструктивному взаимодействию. Естественно, на основе нормального, доброго, взаимовыгодного сотрудничества и конструктивного отношения к нам. Пока, к сожалению, этого не наблюдается, однако мы не теряем надежду на лучшее. Беларусь и РФ участвуют сразу в нескольких военных учениях. На сейчас известно о том, что в Беларуси продолжаются так называемые антитеррористические учения Китая и Беларуси в Брестской области. Кроме того, часть лукашенковских военных отправилась в Казахстан, где стартовали учения «Вершина братства-2024». В Казахстане заявили, что из Беларуси прибыли бойцы сил спецоперации, которые должны совершить 300-километровый марш на полигон, а еще собираются отработать действия в горно-пустынной местности. В то же время российские оккупанты начали совместные учения с китайскими военными уже на территории Китая. В Минубийства РФ говорят, что церемония открытия военно-морских учений прошла в китайском порту Чанчжян. Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора, и напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране, мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом, отправляйте свой донат или становитесь постоянным спонсором нашего канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями, оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.